И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Как ты уже наверняка заметил, в CS2 вышло небольшое обновление, которое весит 434 мегабайта. Разумеется, рассмотрим его и новые утечки, которые оно принесло. Ну и, конечно же, немножечко новостей. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Ну что же, если исходить только из официального списка изменений, то действительно обновление кажется небольшим. Однако, исходя из скрытых файлов, я постараюсь его немножечко дополнить. На этот раз в игре обновили две карты, это Dust 2 и Pool Day. На Dust 2 исправили щель на палетах с кирпичами на Plenty B и исправили ошибку, из-за которой воспроизводились кастомные звуки из карт сообщества. На карте же Pool Day исправили самый жесткий абьюз, который использовался в момент переключения на классический вид карты. Теперь же игроки, находившиеся на позициях, которые отсутствуют в классическом варианте карты, при переключении умирают. Также разработчики не указали, что оптимизировали анимационные баннеры MVP, перебросив все анимации в файл, который используется конкретно для меню. В скрытых же файлах мы замечаем, что в очередной раз разработчики тестируют какую-то новую фишку для игры или же переосмысление старой, так как файл меню для разработчиков в данном обновлении был изменен, но все следы того, чем они занимаются, заранее удалили. Помимо этого, опять же в файлах игры вновь начало всплывать упоминание о рендеринге API Vulkan, но на этот раз все намного серьезней. Исходя из измененного файла настройки меню и локализации движка, разработчики готовятся наконец-таки вывести в меню переключатель для вулкана, как это реализовано в Dota 2. Однако, при всем моем уважении, на данный момент вулкан в игре работает достаточно отвратительно. Но если уж разработчики задумываются вывести переключатель, то, возможно, ситуация изменится. Но что-то я сомневаюсь. Также, помимо сегодняшнего обновления, мне бы хотелось сказать пару слов про прошлое, которое, на удивление, выходило в воскресенье, и, исходя из него, разработчики улучшили нет-код, благодаря чему микрозаикания в момент игры должны были пропасть. Но судя по комментариям игроков, особых изменений они не заметили. Однако, данное обновление примечательно тем, что в него добавили новую пользовательскую команду, которая является аналогом старой, при использовании которой можно было улучшить регистрацию урона. И имеет она значение от 0 до 5. Но значение для каждого игрока подбирается индивидуально. Вам самим придется тестировать, какое значение будет лучше работать, исходя из вашего пинга с серверами. Ну а теперь немного новостей о АК-наблюдении. Недавно я провел интереснейший тест. Наверняка многие старички заметили, что раньше при вашем среднем интернете вам вполне хватало для стабильной игры в старушку CSGO. Однако с появлением CS2 вдруг эти требования увеличились, и вы чудесным образом начали терять либо пакеты или прочую ересь с соединением. И вот вам, ребята, лайфхак. Переведите разрешение игры с 16:9 на 4:3. И, о господи, это работает. По крайней мере, я протестировал это на 3 компах. И да, это работает. Забавно получается. Мы ждали красивую картинку в лице CS2, чтобы в итоге играть на разрешение в 4:3. Да и вообще, каким боком в движке Source 2 разрешение влияет на стабильное, сука, соединение? И на этом у меня все. Valve, как обычно, в своем репертуаре. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!